Ха-ха, я снова в эфире. Надеюсь на это. Итак, те, кто снова с нами, отпишитесь сейчас, что по эфиру. Это просто трындец какой-то с отложенными трансляциями, и я пока с ними не могу подружиться. Выбираю все нормально по настройкам, а в итоге вы сами видите, да, какая жопушка выходит. Руки есть, это уже хорошо. Ну, пока все там еще кто подтянется, хорошо, кто не подтянется, значит тоже хорошо. По вариантам можете определяться, в принципе, уже. Опять же таки, девочки и мальчики, если есть здесь мальчики. Расклад общий, потом посмотрю, если вас немного будет, посмотрю буквально постольку-поскольку, что там у каждого из вас по защитам на данный момент. Так, на 2 девайсах везде норм. Ну да, сейчас норм. Только это ж не та трансляция, которая мне нужна. Там описание опять надо будет менять все. Ну, короче, есть свои нюансы с этой всей билибердятинкой у меня. Будем еще пробовать это решить со временем. Есть просто сбитые энергии. А что это значит? В вашем понимании. Подвергшийся куче атак на пути восстановления. Ну, тут есть вопросы. Обо мне ли вы, либо о себе? Вот теперь я поняла. Значит, вы мальчик, буду иметь в виду.
По поводу, кстати, атак, я вам хочу сказать, ребята, Астара, конечно, покосила. Покосила нормальненько тогда. И нас, и их, как говорится. В каком состоянии вашей защиты? Крадники у вас от вашего пространства. С кем вы общаетесь, глядите сами. Рабочие моменты, либо же это для всех. Либо же это друзья, товарищи. Якобы все хорошо, но от этих людей есть обман, хитрость, манипуляции. Но так как мы о защитах говорим, то сдергивают, стягивают. Пытаются вас чем-то напугать и проманипулировать, знаете, чтобы выбить вас из колеи. Итак, я надеюсь, вы определились каждый со своим вариантом. Ну, а что ж там напоминать про эти два мира, коль они очевидно, очевидное расслоение их наблюдается в пространстве. Невооруженным взглядом даже некоторые могут это заметить. Ну, естественно, если ясновидение позволяет. Если ясновидение не позволяет, то чисто на интуиции, на ментале все же это видно уже. Так, это нам в подмогу. Все определились? Отпишитесь мне или просто плюсик киньте. Так, все окей, значит, понеслась. Буду идти по порядку, ребят. Стихия огня. Так как всех поприветствовала, уже, в принципе, заострять на этом не буду. Через страх мешают вашему дальнейшему продвижению, если вообще кратко. Если усложнять... Вас как будто что-то отодвигает от какой-то поездки. Страх этот внушаемый. Вот пока вы боитесь, ваши защиты слетают. При записи вообще стало темно. То есть, короче, трансляция живет своей жизнью, хотя освещение в том же, короче, на том же уровне. Так, стихия огня. Я вам хочу сказать, что вы в курсе о том, что происходит с вашими защитами. Вы вот как-то знаете, когда, если не кто, то когда и что к вам подослано, или что-то к вам приближается, да, и дают вам как некоторые ключи к дальнейшему действию, чтобы защиты вы восстановить успели, подготовились. Это если кратко.
По стихии или к которому камню тянет? К которому камню тянет. Или же по стихии. То есть, ну как бы, кому как нравится. Что еще по вашим защитам? Вот понимаете, здесь люди такие... Вы как будто где-то остановились в затыке в своем духовном развитии. Вам двигаться надо, а вы боитесь этого. Своей силы, своего дара, не знаю, какой-то шаг вы должны совершить, вы этого боитесь. И вот это шатает ваши защиты. И ваша сила при этом еще знаете, в чем находится? Она входит в некоторый застой. Болото появляется, когда вы ожидаете, допустим, новых предложений, да, новых каких-то свершений, кто знакомств, кто новых договоров, а у вас это не идет. Вам уже пространство начинает намекать через материальный план, через финансовый канал, мол, давай-ка, наверное, ты, пошевелись немножечко, да? И как бы и защиты восстановятся. Здесь вы должны быть больше уверены в себе. В том, что у вас будет и ясновидение, и у кого-то даже дар целительства. Если не будет, значит сможете исцелять на любом уровне. Не обязательно это делать руками, да, там, или еще каким-то образом. По-своему. Кто-то будет психологом, кто-то просто будет делиться своим опытом, и это будет кому-то помогать. Вам больше уверенности в себе нужно приобрести. Вот праздник Литы, который будет в июне с 19 по 23, вам на него обязательно нужно хорошо поработать. Разумеется, на местах силы. Вам поможет. На данном этапе жизни попробуйте использовать такие ингредиенты, как тысячелистник, зверобой и маг. И еще начните осознавать, что вы не в ответе за другие души. Вы не обязаны помогать каждому. Подтягивать каждого. Начните с себя, подтяните себя, проработайте себя. У меня такое ощущение, что тут абсолютно другой поток идет. Четко был задан вопрос, в каком состоянии защиты, а тут показывают, еще, знаете, как дополнение. На перекрестках поснимать можно вот эти все страхи. Здесь несколько человек против вас, причем, по-черному работают. И вы об этом знаете, и кто это. Если не четко, значит догадываетесь, как-то, возможно, не верите себе, да. Может, там, к примеру, вам во сне что-то показали, а вы... Ой, да нет, мне показалось. Да не показалось, ребят, не показалось. Проработаете эти моменты, у вас сразу финансовый канал наверх пойдет. Так что, ребят, вот как-то по стихии огня у вас такие моменты.
Здесь путь, дар, ясновидение. Здесь вы к кому-то обращались, и вам уже говорили о том, что вы в состоянии жертвы находитесь. Вы жертвуете собой. И вот это сдергивает ваши защиты. То есть здесь по первому варианту можете хоть зачиститься. Пока вы себя не проработаете, ваши защиты будут слетать. В дальнейшем еще жестче, быстрее и будет тяжелее чистки проходить. Здесь вот в такой ситуации затык. Так. Ну, давайте скажем так, бизнес у кого идет, ну, как бы идет, как идет, да, но все равно, вот, знаете, могло что-то посыпаться. Вот это как первые намеки вам такие, что пора что-то менять. Вот поменяете, у вас быстро все развиваться начнет. Новые договора, знакомства, сделки. Новые связи. Ну вот как-то так мне показывают. Если есть желание, стихия огня, отпишитесь, так ли это у вас на данный период времени. Ну а если нет желания, значит не отписывайтесь. Так, стихия земли. Будем глядеть теперь, что у вас. Ой, я в шоке от качества записи. И я просто в эстетическом шоке. Стихия земли, защиты отличная. Здесь человек, понимающий себя, знающий, зачем он, для чего, к кому, с какой целью он пришел. Здесь люди вас любят. Возле вас есть преданные друзья, искренние, те, кто помогают решать ваши проблемы. Помимо этих друзей извне, у вас очень хорошая защита. Смотрите, здесь кто-то, конечно, по вам, не прекращает работу, да, трудится изо всех сил, но дело в том, что сразу отлетает им, тут же. Может, как-то там на вас и сказывается, но, ребят, глядите, у каждого из вас определенный уровень, да, у кого-то, не долетает, до кого-то немножечко, так знаете, мол, привет, мы пришли. Там уже смотрите сами, как. Хорошо у вас с защитами все. И вот когда на вас идут атаки, знаете, может что-то тоже срываться, и вы как-то слишком печалитесь. Не надо этого делать, примите это как урок. Уходите от двойственности, прекратите выбирать, а стоит, не стоит там сотрудничать с кем-то. Не хочется, не нравится вам. Не сотрудничайте. Если вопрос денег стоит ребром, значит научитесь выбирать, что для вас важнее. Ваше спокойствие либо деньги. И знаете, как говорите, не долбите себе мозги. Потому что здесь еще такой фактор присутствует, как самоедство. Пока вы там, если сильно себя закушаете, начинаются самосглазы, самопорчи. То есть, да, меня никто не достанет, но я сам себе, да, прекрасно как бы, навалю всякого ненужного.
здесь вы должны всегда делать выбор в пользу высших сил, высших энергий. У вас должна быть более высокая цель, нежели материальный этот мир. Вы под это заточены. Вот именно второй вариант, вы заточены под это. И тогда у вас королева Пентаклей будет просто в разгаре сил, как говорится. Здесь вы что-то хотите, чтобы сделки заключились как-то быстро, что-то свершилось. Видимо, не получается, и вы сидите, да, так, приуныли, короче говоря. Уныние – это один из 7 смертных грехов. Не надо самому себе делать каку, да? Вот здесь люди, понимаете, не умеют четко для себя. Определите уже, кто вы есть или кем вы хотите быть, и действуйте согласно этому плану. Важнее деньги, ну, прите по этой стези. Важнее, ну, или вы понимаете, что есть кроме этого еще другие измерения, в которых существует наша душа, да, пожалуйста. Все очень просто на самом деле. Вот реально все очень просто. Пространство для ритуалики и жизни и для спасения семьи критически мало. А какую вы семью собрались спасать? Ну вот серьезно, если вы живете, я просто не знаю, сколько там, какой у вас возраст. Да, короче, неважно, иначе здесь будет сейчас психологическая драма просто-напросто. Смотрите, мил человек, вам не нужно спасать семью, себя спасите для начала, а семья подтянется. Если, допустим, на вашу жену, на вашего ребенка и на вас делают деструктивщину родственники, ну, въебеня родственников. Собирайтесь, уезжайте, если они вас не могут никак в покое оставить. Опять же таки, на самом деле, ребят, все очень просто, как у детей. Спасать родителей. Это очень тяжело. Для этого нужен определенный уровень, чтобы родителей подтягивать. И поверьте мне, там с таким скрипом это все идет, что иногда разворачиваешься и говоришь: так, до свидания, я хочу отдохнуть. Так что тут тоже нужно быть аккуратным в этом всем спасении. Так, возвращаемся к стихии огня. Очень много вас обсуждают. Сплетен очень много. И знаете, что о вас говорят? Что вы с помощью магии добились своих высот, ребят. Вот что обсуждают. У кого-то прям... Вы об этом знаете. Вам откровение приходило об этих предателях. Ну, короче, они как-то спалились. Либо вы ритуал сделали, да, и их высветило. Люди надменные. На кладбище. На кладбище работают, хотят что-то сдернуть, но второй раз идет подтверждение, что тут же получают по голове. Так что здесь вот только такой момент по стихии Земли, что научитесь расставлять четко приоритеты. То есть, грубо говоря, это кодекс. Допустим, вот у меня на днях была ситуация.
человек пишет, звонит, я записывала ролики. Благо, я умею контролировать свои границы. Я включаю телефон после записи ролика. У меня пропущенные звонки, у меня смски о том, что ой, помогите, спасите, у меня болит сердце. И, короче, мне завтра на операцию, и мне срочно нужен расклад и тому подобное. Я ответила спустя полчаса, человек объявился через 5 часов. Можно много чего было бы говорить по этому поводу, но сам факт того, вот как объяснить человеку, что, во-первых, и фраза была еще там, я оплачу. То есть, понимаете, я уже, потому как человек простраивает свое сообщение, просто считываю многие аспекты. И получается, что, а что ты раньше не обратился, это раз, если у тебя срочный вопрос, да? Зачем писать сообщения манипулятивного характера? Мне, вот я скажу честно, ребят, со мной такая лажа уже не проходит. Я прошла эти уроки в своей жизни, когда, да, конечно, надо помочь, да хрен там, я еще 1000 раз подумаю, стоит ли такому манипулятору это делать. Есть люди, которые теряли детей, и я им помогала, и они себя так не вели, потому что высокие вибрации, понимаете? А есть вот такой типажик, которые лишь бы на себя привлечь внимание, даже вот такими методами. Как вы думаете, что я сделала с этим человеком? Я даже не ответила ему. Мне глубоко насрано, как там у него прошла операция. Так что, понимаете, но прежде чем к этому прийти... Короче, суть вообще этой басни в чем? В том, что у меня есть четкое определение, чего я хочу, а чего я не хочу. Поняли, да? Вот по стихии Земли, вот у вас должно быть точно так же. И никакие лишние моменты вас не должны сдвигать вообще с вашей направленности. А у вас болтанка. Защиты окей, защиты хорошие, но это на данный момент. Так, стихия воздуха. Всю жизнь честно трудился. Зачастую так и бывает, да. Лошадь же она как? Она ж больше всех в колхозе пашет, но председателем редко становится, правда, даже если на нее шляпу одевают. Так что здесь нужно быть осторожным и аккуратным. В том, с какой целью вы пашете, на любимой ли работе вы пашете, для чего вы пашете, что вы хотите от заработанных денег. Это очень такой, знаете, обширный вопрос. А по поводу Иона, ник, у меня с задержкой просто даже ваши сообщения выдает, поэтому вот как-то так. Смотрите, по поводу сплетников, дело в том, что здесь даже на моем канале вот после Астары кое-кто появился. Я даже не удивлюсь, если этот человек сейчас здесь в эфире. Или потом на него зайдет. В общем, не суть важно, но рано или поздно я тебя, красота, найду. На ментале я тебя как бы вижу. Послание от меня за то, что ты дернулась в мою сторону, я тебе уже отправила, ожидай. Будешь дергаться еще, добавлю. Раз в 100. Если не поймешь этот урок. По поводу сплетников, да. Разносят, тут их прям как пробрало за последние 7 дней, понимаете, особенно после Астары, и там полнолуние было забавненькое очень. У них прям, словесный понос у этих людей. Они не могут себя сдержать, понимаете, из них вот эта гадость аж прет. Оксана, а вы чистки с обратом делаете? И пожестче обрат включайте, чтобы они и думать забыли о том, что к вам можно лезть.
во благо. Так, стихия воздуха, переходим к вам. Что у вас по защитам? Я сейчас буду материться. Ребята, ну прям энергия весов у нас снова в эфире. Ну хоть убейте. Теперь мне придется ломать голову. Короче, первое, что мне идет. Закольцовки. Глобальные магии наведенные закольцовки. Может, удача съехала куда-то. Ну, то есть, от слова совсем нет финансового канала. Здесь из-за жадности вас ставят на выбор, причем, ну, вас хотят сделать третьим углом. Ну, в любовниках вас держать. Либо вы выбирать можете, либо вас должны выбрать и не выбирают. Либо вас выбрали, но не хотят оставлять там, где насиженное место, диван. Это один момент. Второй момент. Нападки на вас идут. Но дело в том, что у вас третий вариант. У вас, мать его, не просто защита. Может, вас хотят в эту же закольцовку закинуть. Возможно, вы этот период уже проживали ранее. Неважно, сколько лет назад. Люди по вам трудятся. Жадность. Здесь жадность прям... Сейчас я посмотрю, на что жадность еще. Здесь практики меня смотрят. Хотят вам разбить сердце, чтобы вы не занимались тем, чем вы занимаетесь. Совершили переход, трансформацию королевы кубков. Любятины от вас хотят, на ментале работают. Считают, что по справедливости человек из прошлого, твою мать. Если это весы, я не удивлюсь, я вам серьезно говорю. Кармическая ситуация, кармический урок. Так а в каком состоянии вашей защиты мне выдают? Это прошлое. Ребята, вот по стихии воздуха, вот знаете, затхлость такая от этой ситуации. Если и делают на вас, то постоянно. Постоянно, знаете, там. То есть сделать на вас какую-то хрень, извините меня, это как за хлебушком сходить. То есть через день там или каждый день, если совсем уже с головушкой, да, не лады. Не хочу это, хочу вот так вот сделать, ребят. Я хочу докопаться, что у вас там... Понимаете, один момент, если вы сейчас вот этой кабале находитесь, вас вкинули в закольцовки. Или пытаются это сделать. Но есть и второй вариант. Те, кто практики, уже на серьезных вибрациях. Давайте я так, да, ну, скажу. У вас здесь какая-то необычная защита, которую хрен увидишь, хрен просышь, и она не одна. И вот это все, вот все это, оно вас вообще не касается. То есть вы знаете, так руку на пульсе держите, да, вы в курсе, но поступаете... То есть, если отсекаете, допустим, при чистках вообще любой деструктив, и здесь вы не точечно делаете эти обраты, вы здесь, ну, по факту, вдолбили волной, да, кому досталось, того и тапки, как говорится, нечего мне сюда лезть. И здесь предки рода у вас на защите стоят. Но... Здесь много но, я же говорю, сейчас я буду смотреть, что по вашей защите. Мне не нужно ее качество. Я не хочу ее ломать, я просто хочу узнать, в каком она состоянии.
Девочки, два варианта. Если вы реально в такой вот фиготне находитесь, что есть треугольники, вас не выбирают, или, допустим, вас держат третьим углом, значит, вы в закольцовках. Вы все в любви, какие там защиты? Нет у вас защиты, они с вас слетают и просто, ну, ожидайте последствий. Вы слишком в любятину ударились, вы поддались этому, понимаете, воздействию и вернулись, возможно, в прошлое. То есть, или добились от вас, чего хотели, или же здесь вот те, о которых я говорила, по поводу ваших защит, господа товарищи. Я не буду говорить о структуре защит, потому что здесь очень мало ли кто здесь, да, и потом может это все просмотреть. Защиты охуетительные. Вот кто вот на вас это делает, вы знаете, что вы живете, и там абсолютно у вас с сердечной чакрой все окей, вы идете дальше по своему пути предназначения, а вот это все, оно где-то там, чисто делайте, что хотите, мне как бы глубоко накакать на вас, хоть попку разорвите на две части, ну, у меня свой путь, и я иду дальше. Так вот, у вас защиты очень интересные, защиты меняющиеся, сил очень много на защите стоит. Силы темные, силы по справедливости работают. Так. Ну, то есть, знаете, я вам скажу так. У вас такие защиты, практики, дорогоуважаемые, которые, ну, если надо порубить в мясо, порубим в мясо, лишь бы ты не лез сюда. Если тебе достаточно будет просто намека, мы тебе намекнем о том, что сюда лезть не стоит, да, на нашу территорию. Если ваш недоброжелатель не понимает намеков, то есть, короче, ваши защиты еще четко определяют уровень нападающих существ и всяких разных деструктивщиков. То есть, если видят, что там, ну, допустим, ваш вот этот вот красавец или красавица, то есть партнер. Кстати, по поводу партнерства, это не обязательно только бывшие, это может быть и какой-то друг, и какой-то член семьи. Ребят, здесь очень многошерстно, то есть вы третий угол, понимаете? Есть двое, и вы третий. Один вас хочет, а второй вас хочет уничтожить. Давайте вот так вот скажу. И те между собой связаны, понимаете? Зависть, жадность, здесь вопрос жадности. Я еще раскрою этот вопрос через веретника, но я хочу по защитам сказать. Допустим, вот эта вот белиберда, и же с ней связанная, пошла вас заказала какому-то магую. Магуй взялся за работу. А взялся он, потому что он хрен просыт ваши эти защиты, и этот магуй, короче, на учете высших сил должен уже получить по башке. И они ему показывают: окей, давай, работай. Он трудится, работает, получает денежку. И вот ваши защиты, видя эту всю, весь этот калинкор, четко определяют степень охуевания вот этого мага, да, у которого вас заказали, и отстегивают так прилично, вот насколько он заработал за эти года, вытворяя деструктив. И еще раз повторюсь, если надо порубить, порубят в хлам, в прямом смысле слова. То есть тут не церемонятся. И все реально по справедливости, потому что здесь у вас есть кодекс, по которому вы работаете.
А по стихии воздуха никто не отписывается. Но это же дело такое тонкое, понимаете? Если люди реально находятся в этой всей белиберде, то есть в треугольниках, и действительно на вас это все подействовало, ребят, все будет по справедливости, но со временем, тогда, когда вы научитесь ценить себя. Здесь у вас есть шансы выйти в того практика, то есть стать вторым вариантом, поняли? Но это при условии того, что вы будете себя прорабатывать. Здесь разрушение ваших отношений, но больше, если взять стандартное значение Таро, здесь элементарно вас убирают как мать-жену, понимаете? Убирают с помощью магии, хотят, чтобы вы расстались со своим партнером. Мужчины, тоже на себя, пожалуйста, переворачивайте. Так что вот здесь вот так вот у нас два потока параллельно. По поводу защиты. Да, ну, ребят, ну о чем речь? Короче, так, кого пробивают, кого держат в треугольниках, взяли себя в руки и пошли на кладбище работать. По вам работают через кладбище, вам надо привороты, отвороты, привязки, вот эту всю хрень, извините меня, снимать. Если кто хочет побороться за свою вторую половину и за своего партнера, окей, говно вопрос. Единственный вопрос, который я вам задам, а готов ли он идти с вами вот в этот период, вот в такой ситуации, рука об руку, на то же кладбище? И сказать вам, да, срано, что вокруг нас, если ты считаешь это верным, если ты считаешь, что это нам поможет, я тебя поддержу. Вот если возле вас такой партнер, мир, труд, май вам, ребята. И будете вы жить вечно и умрете в один день, понимаете? Вы будете жить вечно и умрете в один день. Ну, короче, все уже. Ваша любовь будет жить вечно. Но если возле вас не такой персонаж, девочки и мальчики, подумайте 1000 раз, а ваш ли этот человек. Да, это жестко, но это сраный факт. Кто вас хочет там изничтожить, это уже дело, как говорится, сами знаете. У кого-то здесь мама мужа, тетя, сестра, у кого-то здесь мальчики на себя, то есть это могут быть и ваши, кстати, мамы, родители, там, да, может и вашей жены. То есть смотрите сами, вы же прекрасно видите, кто вам подсирает, кто залазит в кошелек, проверяет, сколько же мой сыночка или моя дочь заработали. Вот, к примеру, у меня был такой случай, да, мама моего бывшего мужа проверяла кошелек у него. Это был пиздец, конечно, я помню, тогда знатно охренела. Я вообще, ну, у меня просто мать никогда даже в мою сумку не смотрела, а здесь просто, ну, блядь, цирк, короче. Так что, ну, вы понимаете, о чем я. Вот у вас примерно та же ситуация. Вы знаете, кто у вас там, ну, выдает вот эти кренделя. Если вы не в паре с каким-то мужчиной, девочки, у него есть там кто-то, гражданская, не гражданская, пока он с ней не разошелся, он ее муж. Спит с вами, он и ваш муж. Ну, так он, что, использованный этот, ластиковый. Здесь нужно уважать себя и не быть третьим углом. Здесь ваш потенциал просто-напросто, ну, то, что внутри вас, вы должны быть выше, понимаете? Или поймете со временем, нравится это кому-то или не нравится. Здесь может вот его это, ну, персонажиха делать, чтобы вы не были в качестве любимой женщины, понимаете? Чтобы вы вечно ругались, допустим. Ну, в общем, развивать тематику любятины здесь еще можно очень долго и нудно на самом деле. Ну, вот такая хрень. Еще момент, если вы не практик, допустим, вот таких, да, ну, оборотов, я вам хочу сказать так.
Даже если вы не общаетесь, да, вот с этим человеком, который хочет вас в треугольник втянуть, вы просто идете по пути своего предназначения. Вот он может просто трепаться, как баба, этот мужик, а та женщина на вас идет и делает. Ну, короче, посыкивает, что он к вам свалит, да. Ну, вы для нее конкурентка. Даже если вы вообще не видитесь с вот этим персонажем, может и такое быть запросто. Если слишком глобально, значит, это не ваш вариант. Ну вот видите, да, вот такой пример, что, который вы описали, что она там на расстоянии, да, у нее там свои какие-то шарики за ролики закатились еще 5 лет назад, и вот до сих пор она их там не может как бы выкатить, да, обратно из своей башки. Но вот, да. Тут вопрос весь в том, на каком уровне находитесь вы в этой ситуации. И если вы реально на достаточных вибрациях, то вот эта вся хрень, она просто вам информация, что люди по вам трудятся. Просто на заметочку возьмите себе. И даже если это до вас не долетает. Если долетает, ищите причину, какого хрена оно к вам до сих пор липнет. То есть, может, вам там подснять еще что-то надо, да, почистить. Я вообще в шоке. Стихия воздуха. У ваших вот этих ребят шифер посыпался. Они, видать, отхватывают за то, что делали ранее, и не только вам. Они хотят, чтобы вы перестали делать чистки, чтобы им вот эта вся дрянь обратно не летела. Вот почему они... знаете, как знают одно что-то и делают, мол, задолбем количеством. Но флаг им в одно место, и даже это не рука, и поезд навстречу со спины, ребят. Здесь персонажи по стихии воздуха просто офигевшие, ваши недоброжелатели. Там степень значимости в этой вселенной у людей зашкаливает, понимаете? Делайте то, что делаете, кто на достаточном, на достойном, да, уровне. Если кто в треугольниках, ребят, задумайтесь над тем, чем я сказала. Вы с вашим потенциалом, давайте скажу четко и конкретно, реально, в нынешнее время вы не имеете права разбазаривать свой потенциал, время, чувства, эмоции на вот эту, извините меня, помойную яму, если вопрос в мужике, и вы за него боретесь. Не унижайтесь, это ниже вас. И он вас недостоин. Хрен вы с таким будете счастливы. Понимаете? Мужчина, если не выбирает вас, он никогда не выберет. И срать ему будет глубоко на ваших общих детей. Даже если они с голоду будут помирать, он будет себе иномарки при этом покупать. Это факт, понимаете? Это просто такое качество человека, души или того, что в нем живет. Так что вот так стихия воздуха. Да, здесь энергии, конечно, такие трэшевые в этот раз по воздуху. Я как-то
Не ожидала. А знаете почему по воздуху? Потому что по менталу тоже бойня идет. Ментал прокачивать надо. Так, стихия воды. Сейчас я почитаю, кто там и что написал. Для профилактики работает. Наталья, я вам хочу сказать, что профилактика это, да, сами увидите, куда обернется и чем этим ребятам. По поводу, правильную ли вы защиту выбираете, я посмотрю после стихии воды. Если что, напишите еще раз свой вопрос. Стихия воздух это вообще, да, без комментариев. Блять, я извиняюсь, ну, на раскладах по зодиаку это час без комментариев, то рекламы, как говорится, да. Поэтому так. Стихия воды. Давайте не будем тянуть, да, котика за одно место. Кто ее выбирал, те уже заждались. Рунические защиты в идеале, связь с родом идеальна. Стихия воды. Разветвление на 2 потока. То есть, ну, стихия воздуха дубль 2, короче говоря, только в своем аспекте. Итак, поехали. Те, кто не делали деструктива, руническая защита, силы рода вам в помощь. Причем здесь не только силы рода, здесь еще места силы. Если обращаетесь к богам, все хорошо. Те, кто пытаются закрыть ваш потенциал, вашу силу и связь с родом, сразу получают по голове тоже. Своеобразно, у каждого, ну, у высших сил многогранный подход к каждому человеку. Они знают, где самое больное место, и поверьте мне, туда вдолбят. Подвесить вас хотят, да? Ну, давайте посмотрим. Людям не нравится ваш уровень духовности, ваш уровень прокачки, ваш уровень энергии, силы, самопознания. Не хотят, чтобы вы действовали в пространстве, не хотят, чтобы добивались целей. Да что ты. Короче, чтобы вы отошли от своего предназначения и вдолбились в, извините, им насрано что. Будут это треугольники, любовные отношения, проблемы с детьми, с родителями, с обществом, с окружением. Там вообще любые методы. Здесь не одна программа воздействия. Здесь, знаете, ритуал из нескольких частей. Прям, слушайте, старались. Я вам хочу сказать, ну, старались изо всех сил. Прям продумывали это все. Это первый вариант. Хотят, чтобы вы в иллюзиях, мороки накидывают на вас, знаете, чтобы вы, допустим, думали, что у вас не получится, что вы не туда идете, не то выбрали, не туда цель взяли. Вот такое вот. Так, второй вариант. Сейчас я еще уточню кое-что.
А второй вариант — это те люди, которые несанкционированно влияли на других. Возможно, вы практик, невозможно, а это есть факт. Либо были им. Пока не облажались. Вы немножечко переоценили свою значимость в этом мире, в этой вселенной, как бы ваши способности, поверьте мне, далеки от идеала, да. Вы решили, что вы сможете. Вы великие магуи, давайте я так скажу. И вот ваши все способности просто-напросто и попрощались с вами. Причем попрощались с вами, знаете, как интересно. Вы кого-то когда-то обманывали. Кому-то вы в душу, ребятки, плюнули. Просто так вот такие ситуации не приходят в жизнь. Я вам серьезно говорю. Ваши все вот эти возможности схлопываются. Вас посадили подумать над собой, переоценить кое-что. А вам хочется быстро действовать. Просто некоторые, секса хотели. Уцепились за первое попавшееся, что там получилось, да, в пространстве, и понеслась. Вы решили, что этот человек вам предназначен по судьбе. Ну и я так предполагаю, что вы просто с помощью этого персонажа попали в отработки. В эмоционалке просто пробоина. Огроменная пробоина у вас через эмоционалку идет. И все это вам за то, что когда-то вы вот точно так же кому-то сделали несанкционированно. Понимаете, не имели вы на то права. Не разобрались вы в ситуации. А знаете, когда люди не разбираются в ситуации? Когда интуицию забивают. А знаете, когда забивают интуицию? Когда вы не проходите уроки, и высшие силы начинают вас кидать на амбразуры, чтобы вы ума поднабрались. Здесь либо мечты о каком-то короле мечевом, который просто, имел в виду вас. Мальчики на себя, это девочка в таких энергиях, но боги упаси мальчиков на таких девочек попасть. Здесь эгоист, здесь манипулятор, здесь жесткий человек, а вы все любовью к нему пышете, что ли, да, семьи с ним хотите, вас не выбирают. И ваши, получается, пока вы в этом всем вращаетесь, ваши силы, ваши способности помогать другим людям на вашем уровне схлопываются. Ну, а по первому варианту я уже описала, ребят. Так что здесь как-то так. Сейчас еще я все-таки досмотрю кое-что. Все верно рассказала. Эх, Андерсоном бы мне быть, да, Гансом. Я же что вижу, о том и пою, собственно говоря. Так что... Ребята, все-таки два потока. Кто с помощью магии не влияли, там не хотели у кого-то что-то отобрать, кому-то что-то перекрыть, да, решили, что, то есть вы не решали, что вот кто-то вот слишком много имеет, а я достоин то, что у него есть. Короче, это зависть и всякая херь, и при этом, ой, ничего мне не будет, я же маг. Если вы таким не занимались, здесь смотрите... Ваши молитвы, ваши заговоры, ваши просьбы, все, что вы, говорите, помогает вам избежать перекладов на вас. То есть здесь защиты хорошие. И вот все это перекрывается, а у вас, как знаете, вот они сделали деструктив в вашу сторону, да? Вы поработали, там, подхватили вовремя себя, да, среагировали должным образом. И у вас, как знаете, такой толчок идет в работе, в деньгах, власть, своеобразная власть, понимаете, либо новые силы вам дают, новые фамильяры могут приходить. Поэтому
Вот так. Ну, а для второго, так сказать, отслоения, да, людей, которые остаются, вот, скорее всего, вот в том старом мире, я хочу сказать, что здесь, наоборот, через неупокоенных на вас переклады делают. Вы занимаетесь решением чужих проблем. Возможно, даже за кого-то молитесь, а этого делать нельзя. Не тот человек рядом с вами, не тот человек. Не в того человека вы ресурс свой вкладываете. Вы рассчитывали на то, что вы будете иметь власть в данной ситуации над этим человеком. Получите то, что вы себе напланировали. Этого не будет. Тут жесткий облом идет вам. Так что вот так вот. Четвертый вариант. Добавить, в принципе, мне нечего по вам. Итак, переходим теперь к вашим вопросам. Они будут у нас идти. Один вопрос... нет, не будут идти. Это те настройки, которые сразу я, трансляцию готовила, да, сейчас, в общем, ладно. Это я о своем, ребята. Это я тут сама себе все подумала, решила и просто озвучила. Так, ваши вопросы по защитам. Вы там наметили что-то себе ставить. Правильную ли защиту я выбираю? Ну, давайте посмотрим. Секунду. Давайте посмотрим. Ага. Обратная связь высшего уровня. Просто 99 левел. Нормально сойдет. Все свои, да, как говорится. Знаете, я вам хочу сказать, вроде как бы и да, но сразу будет все циклами. Не все сразу вы, короче, охватите. Чуть полегчает, но все равно еще где-то будут затыки идти. Но придется, возможно, чаще подновлять, чаще, чем вы думаете. То есть слетать будет, да. Хороший для вас показатель будет. Идет прорыв в деньгах. Вы как мужчина понимаете, о чем я, знаете, там получилось, там сладилось, тут новый человек объявился, заказ откуда-то пришел, да, там, короче, вся вселенная как будто, знаете, так вот, все для вас выстраивает. Да, неплохо. Вот это значит все классно, да. Как только где-то затык случается в вашем пространстве, сразу же подновляйте эту защиту. И сейчас еще что по ней хочу посмотреть. Здесь вопросы с прошлым, с родом. Вы хотите начать общаться с родом на новом уровне, да? Короче, сами не знаете, куда вас еще вынесет. Ждете результатов своей работы, но я вам хочу сказать по поводу вашей защиты. Защита это хорошо, но вам нужно снимать еще. Молодой человек. Это я вам. Good vibes. Здесь нужно приличный деструктив с себя снимать. И тогда защита пойдет лучше это.
Вот так вот. Так. Вы, ваш канал супер. С благодарностью вам за комплимент. Что убирает моя защита? Достаточно ли ее или еще надо? Так, Айона, по поводу, что убирает ваша защита, ко мне на личную консультацию. Я сейчас классификацию демонов выдавать всю не буду. Да, и вообще, как устроен темный мир. Оно вам не надо, если вы этого не видите. Не тратьте свою энергию на это. Это первое. Давайте так, скажу, что убирает ваш момент бездействия в плане саморазвития и получения вами информации от высших сил через 6-ю чакру. Вот так вот. Вот что ваша защита делает. Надо ли еще вам? Со временем, да, надо будет. Со временем нужна будет еще. Тоже цикличность. Здесь разобрать себя надо. А у вас что-то как не получается разобрать, да? И вот по поводу вас я могу сказать, что здесь, конечно, у вас очень забавно и интересно. Здесь определенные демоны беззакония возле вас. То есть это такие силы, которые не позволяют срабатывать справедливости справедливости Всевышнего и не дают к вам в пространство внедриться вот этой вот этого баланса Вселенной, понимаете? Здесь очень много чего на самом деле вам надо сделать еще. Вот реально. Здесь как-то прям слишком много лент шуршит в вашей ауре. По вам черный маг работает, чернокнижник и тому подобное. А второй вариант, который я могу озвучить, или же вы, если этим занимались, то это все по справедливости летит. Здесь вообще, но это две параллели тоже показывают. И вы как будто на стыке двух миров стоите, понимаете? Вы и оттуда хотите, и туда никак не зашли, в новый, а со старого, ну, тоже выйти надо, как бы. Да, запутались в 3 соснах, там прорабатывать себя надо. Если на мне защита, данная при моем рождении от рода. Она есть у каждого. Именно темная. Даются и темные, и светлые. Ну, сейчас погляжу. 13 лайков, 13 человек в эфире. Отличное совпадение, мне нравится. Так. Есть ли на вас защита, данная при вашем рождении от рода, темная, родовая? Да.
Есть. И причем не одна. Она по справедливости, эта защита была от вас отстранена. Не прошли уроки, вас ее лишили. Не тот выбор сделали. Если коротко. Итак, как лег непрогляд? Ой, знаете, я вам хочу сказать так. Непрогляды — это такие моменты интересные. Бывает, не паришься, тебя хрен кто увидит. А бывает, хороший практик себе понавыставлял, а ты его считываешь вот так. Как лег непрогляд? Ну ладно, давайте через это я посмотрю. Хорошо лег. Сейчас уточню. Неплохо, неплохо лег. Да, хорошо, смотрите, короче, этот непрогляд дает вам зазор времени, чтобы вы двигались дальше, выполнили определенный момент, да, и двигались дальше к вашей силе, ну, к связи с родом. И потом вам победу дадут над вашим недоброжелателем. Пытаются его сдернуть. Нет, здесь определенный защитник из рода стоит и не допускает, скажем так, долбят этот непрогляд. Но защитник родовой стоит и не дает сломаться этому механизму. Этот непрогляд путает ваших недоброжелателей. Путает, показывает им одно, да. Ну, короче говоря, как я и сказала, есть у вас зазор сделать то, что сделать вы должны. Для вашего, ну, повышения вибраций. Так, Наталья Киселева, подскажите, пожалуйста, стоит ли мне сделать обряд раскрещивания? А расскажите мне, у кого вы его собрались сделать, по каким канонам, где, как, с кем и от чего вы раскрещиваетесь? Благодарю за ответ. Во благо. Ой, вот только прочитала Good Vibes, вы просто дар. Благодарю. Во благо, но да. Такой, знаете, дар, что не каждый, мать его, унесет. За раскрещивание это, ну, это очень серьезная тема. Это не тема этого ролика.
Наталья Киселева, я выкладываю карты для вас. Если в состоянии понять, я думаю, вы поймете. Если нет, здесь отдельный разговор и не 10 даже минут. Карты, которые закрывают колоду. Тут нужно объяснять вам, что такое эгрегор, в котором вы находитесь, что такое раскрещивание. Понимаете, это колоссальное знание. Я не знаю, с чего вы вообще решили, что вам нужно это делать. Понимаете, что вас к этому привело? И для чего вам это? Если вы хотите просто выйти из эгрегора, это можно сделать менее травматично. Но опять же таки, это разговор не 1 минуты. И даже не 10, и даже в час, я боюсь, не вложусь, объясняя все это. Так, господа товарищи, я так предполагаю, вопросов больше ни у кого нет. Подпишитесь мне, пожалуйста, есть ли у кого-то еще вопросы. Если есть, задавайте. Так, ну я вижу, ребят, вопросов нет. И я тогда буду с вами прощаться на этой интересной ноте о раскрещивании. Сколько еще сидеть в уроках? А что вы имеете в виду под уроками? Лично в вашей ситуации я могу сказать, что 1 урок вы просто не хотите проходить. И я здесь совершенно ни при чем. Именно мои с вами отношения. Я лишь просто такой триггер намекнуть вам на что-то. Через меня пытаются вам что-то намекнуть. Через ту ситуацию, которая сложилась у нас. Так что здесь тоже интересно, долго ли сидеть в уроках. Я потом сделаю отдельное видео, потому что здесь... Я не хочу отвечать на то, что мне, то, что мне показали. Вот так вот. И как бы вопрос, долго ли. Все зависит от вас. Можно урок пройти за 2 часа, за 30 минут, а можно 10 лет или 15 на него потратить. Все зависит от человека. Вот вам подсказка, то, что вам нужно знать. Колесница и 9 кубков. Движение к родовой системе. Вот как-то так. Жестковато, конечно.
Во благо сидеть не надо. Не надо сидеть, нужно двигаться. Так, я, насколько понимаю, вот теперь уже вопросов нет, тем более по защитам. В принципе, надеюсь, всем ответила, потому что я вижу, что, ну, все получили ответ и как бы покинули нас. Значит, я удовлетворила, так сказать, интерес ваш, да? И могу быть, собственно говоря, свободна писать для вас следующие ролики, потому что определенные темы, ну, большое количество, которые нужно и стоит поднять, было бы еще вчера, как говорится. Ну, добрый вечер, зеркало мира. Прошел ли ритуал в храме? Или что-то помешало? И снова здравствуй, моя колода. Помешало. Первый вариант — это ваша мать. Второй вариант — женщина, связанная с вашим прошлым, притворяющаяся заботливой и нежной. Здесь крадники. Даже, знаете, нет, не крадники, просто попытка своровать, не допустить ритуал. Но вы, дело в том, что маски-то сняли с этого человека. Смотрите, короче, помешать помешали, но он свою силу набрал. Там был расчет на то, что у вас связь с родом, короче, тяженько будет идти. Но дело в том, что, ну, то, что вы просили, давайте скажу, защита, а там вы как бы, ну, знаете, да, сами, что вы там просили. Все окей, отлично. Все будет нормально, вам новости, прям предки рода через голубей принесут. Голуби, ключи, смотрите вокруг себя в пространстве, наблюдайте. То есть, мягко выражаясь, не писайте в компот, там повар ноги моет. Все окейушки. Родовая система знает, что ей нужно делать. Да пусть стреют. Да, не хотели, чтобы вы трансформацию проходили. Пусть стреют, по голове получат, не переживайте. Ваша ли это клиентка? Я уже давала характеристику этой женщины. Если что, в записи потом трансляцию эту пролистните, послушайте, что я сказала. С этим человеком у вас конфронтация идет. Скорее всего, что нет. Посмотрите, как проходят мои чистки. Благодарю. А почему вы спрашиваете зачистки, когда вы выставляете защиты? Вы в начале пути сотрудничества с вашим родом, пока вы под защитами, все окей. Защиты мне показывают ваши.
Вы в начале пути. Здесь есть еще мороки, и морочки, и крадники, и... Ух ты! Здравствуйте. Ух ты! Вот мать его же. Вам еще чиститься, и, как бы говоря, и дом чистить, и окружение чистить, и... Ух, слушайте, да у вас тут, я вам хочу сказать, нормально так. Ну, неплохое начало, давайте я так скажу, по вашим чисткам. Неплохое начало. Последний вагон. Да, лучше, знаете, в последний вагон, нежели бежать за поездом или бегать по перрону просто. Так, теперь я надеюсь уже все. Девочки, у кого-то здесь у вас прям иллюзии спадут о том, кто вы, куда вы, зачем вам. На самом деле. У кого-то, кстати, маски спадут с какого-то императора. На работе может кто-то прям, знаете, как проявит себя или в вашем окружении. Прям вот спадут маски. Ожидайте. Удивления будет много. Да, чистится и чистится, это, Татьяна, я вам хочу сказать, мягко выражаясь, там ваш путь, давайте я вам так скажу, это ваш путь. Если вам это дано, значит вы в состоянии это пройти. То есть, если у вас есть какие-то страхи, смело их отодвигайте и прощайтесь с ними. Вот так вот, хорошие мои, на сегодня я с вами уже буду завершать общение. Мне сейчас еще трансляцию нужно довести до ума будет. Вот. Ну и до следующих роликов, до следующих прямых эфиров. И я, как всегда, вам желаю добра этого мира. Пока-пока всем.